Здорово, чувак. Мы находимся на Silesia Ring. Yeah, it's a hot day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with the splash gun so I cool down. Won't you come on over? We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing a blink. I could go for some Queen Bee too. Macy's going boom boom. If you're looking for some, Стой, Марк! I'll tell you everybody's waiting around for the water slide. И этот выпуск о том, как Артем пригласил меня, чтобы мы проверили новые шины. Привет! Здорово, скажи, что ты тут делаешь? Я приехал на местные стайки и встретил тут всех со стаек. Какая у нас цель? Из моих кривых рук сделать прямые. Улучшение навыков вождения на чуть трошки мокром треке. Да хватит так серьезно загонять тут. Просто получить удовольствие, ну... Но мы же тестим шины, камон. Это же типа основная причина. Кстати, да, тут... Что за шина, модель назови? И в чем основная фишка? Что это оригинальные покрышки с Threadwear 60. Что ты от них ожидаешь? Они, по-твоему, будут быстрее? Ну, мне кажется, да, мы не пробовали никогда свежие новые шины, которые предназначены для этого авто. Короче, ты ставишь ставочку, так скажем, на... Я думаю, что все-таки на заводе люди что-то знают лучше, чем дилетанты вроде меня. Сегодня, кстати, погода дождливая с утра, и трек прямо сейчас мокрый, но так как мы опоздали на первую сессию, которая была в 11:20, по-моему, то у нас будет шанс покататься, наверное, уже после обеда. Надеюсь, что за это время трасса подсохнет. А сейчас мы можем пойти посмотреть сверху, поснимаем, что там творится. Пару слов расскажу о треке. Трек называется Silesia Ring, находится на юге Польши, где-то примерно в 1,5 часах езды от Вроцлава. Он представляет из себя длинную старт-финишную прямую. Да и вообще, вот, кстати, самолет летит. Это аэродром действующий. И какая-то часть трека идет как настил асфальта сверху на бетон взлетно-посадочной полосы. Поэтому из этого исходят какие-то плюсы и минусы. Соответственно, особенность трассы в том, что она очень-очень скоростная, очень широкая. На медленной машине, возможно, будет скучновато даже ехать. Но у нас сегодня быстрый автомобиль, так что для нас это не проблема. Вот, но она плоская. То есть это, по сути, огромное-огромное поле, в котором нету никаких перепадов высот, даже там уклонов, вообще абсолютно ничего нет. То есть трек плоский как блин. И с одной стороны прикольно, потому что это безопасно. Куда бы ты ни вылетел, то вокруг, по сути, просто голое поле. Даже на не на старт-финишной прямой, вернее, а на обратной прямой, даже если ты не успеешь затормозить, там еще у тебя будет, наверное, километр, чтобы остановиться. В этом плане очень хорошо. Сегодня конкретно на нашем автомобиле Alfa Romeo Giulia мы ожидаем скорости около 200 км в час. Вообще хотелось бы верить, что это будет там 210-215 км в час в пике. Но у нас есть антикрыло сзади, которое, возможно, добавит сопротивление воздуха и уменьшит эту максималку. Смотрите, сколько автомобилей внизу. Есть очень интересные заводские гоночные машины, ну как, спортивные такие, да, то есть вот, например, Honda Civic, посмотри, красненький, да, Type R, вот там BMW M4, Renault Clio, RS. Вот, кстати, Giulia синенькая стоит и рядом Stelvio. Stelvio, кстати, тоже квадрифолио, тоже мощная, заряженная, и Артем на ней даже ездил по треку, по-моему, он говорил. Помимо этого, конечно, есть и просто неспортивные версии машин, которые кто-то подготовил, там, увеличил мощность, подготовил тормоза, шины, колеса, подвеску и пробуют ездить. Тут вообще много чего происходит на самом деле. Вот если посмотреть туда, там ребята ездят на квадроциклах по каким-то, не знаю, ралли-кроссовым трекам или что это. Я, честно говоря, не знаю, но прикольно.
Прикольно, что здесь такой движ происходит. Сейчас, конечно, все затихло, потому что обеденный перерыв, и люди ковыряются в машинах, немножко едят. Еда там не очень, но пойдет. Лучше, чем ничего. Да, еще один ракурс небольшой. Вот здесь есть медленная секция. Перед тем, как выходим на старт-финишную прямую, вот там она находится. Да и все. Будем следить. Пойдем вниз и посмотрим, что там есть еще. Спонсор сегодняшнего трек-дня – Макдональдский кетчуп. If you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's standing in a line for the one slide. You can come on over, we can take the roller coaster. And you know everybody's looking for a ride in the water slide. Артем запереживал немножко на тему того, что мы слишком долго ездим. Он думал, что уже сессия закончилась, уже, новые машины заезжают. Я ему говорю, все в порядке, там только красный светофор загорелся. Так что нет проблем. Сейчас спустим шины, выровняем давление. У нас целевое давление 2,4 бара. Но сейчас во время сессии разогрелось вплоть до 2,9 спереди. Первая сессия была успешно завершена. Артем был за рулем. Немножко переживал. Вот, я старался ему подсказывать там по возможности, где там что можно улучшить в его траекториях. Но просто в целом скорость большая по сравнению с картодромами, и поэтому, что тут удивляться, да, там на прямой скорость в районе 200 км в час, а одна из змеек вообще проходится на 130, наверное, 150 км в час. Первую сессию мы проехали так, просто прогреть там шины и ознакомиться с треком, ознакомиться с машиной, с новыми параметрами. Вот. А уже начиная со второй сессии включаем телеметрию, будем записываться на рейс-хроно. Кстати, мы используем, тут отсюда не видно, но в общем, да, в салоне там у нас на стекле висит, это Racebox Mini, по-моему. Он записывает с частотой в 25 Гц. Это просто невероятная вообще точность для таких датчиков. Потому что я вот использовал XGPS, по-моему, 150, и у него 10 Гц. 10 Гц тоже хватало. Что угодно будет хорошо, кроме встроенного датчика GPS, который, в самом телефоне. В этом как бы и суть проблемы, да, в самом телефоне 1 Гц, и данные вообще такие, очень примерные. А здесь можно смотреть вплоть до 10 секунды время на треке, оно, совпадает с официальной телеметрией, как правило. Плюс можно отслеживать там какие-то свои скорости в поворотах, иногда даже траектории, если точность достаточно хорошая. Артем, какие у тебя эмоции, кстати, расскажи. Мне очень страшно. Даже учитывая, что ты ехал не один, было страшно все равно? Да. Ты боялся? Очень. Я хочу тормозить позже. Не везде, согласен, да? Да, были места, да, где ты и так слишком поздно тормозил. Было так, что мне просто сыкотно ехать быстрее. Ехал и прям ошибки поправлял. Сколько время? Минута 58. Так минута 58, по-моему, это рекорд пока что, да? Да, это мой личный. Личный рекорд. Так слушай. Марк, ты на него Молодец. влияешь. Вышел из 2 минут сразу же, с первой попытки. GT4 этот или что? Он едет 51, по-моему. Porsche GT4 RS. Но нам нужно ехать хотя бы плюс-минус как он. Да ты гонишь. Потому что когда садишься в последнюю минуту, всегда возникает какая-то хрень. Сижу я вот так вот в этом прекрасном, удобном ковше, посмотрим, как тут посадочка. Я, как видите, кстати, еду без шлема. Я вот такой плохой человек. Написал специальную расписку, да, за которую меня отчитали, что типа это же безопасность, там все такое. Можете кидать меня камнями, я считаю так, что если вот есть подушка безопасности и шлем одновременно, да, то это все не очень классно работает вместе. А вот если ты едешь в машине с каркасом, да, и вот у тебя есть там система Hans, ремни многоточечные, то тогда шлем это, конечно, то, что надо. Но это вот такое мое мнение. Но зато вот будет хороший ракурс для вас. Натерла резиной арочку.
В общем, товарищ Артем поставил заниженные пружины H&R, и клиренс уменьшился, плюс как бы и, ну, шина гораздо больше, чем по заводу, поэтому мы тут притираем немножко подкрылки, едем, при том, что у нас нету никаких ямок там, колдобин, но вот все равно притираем. Вот. Проблем вроде нету никаких, то есть все хорошо, ничего не сломалось. A few moments later. Отпусти и все. Это вот то, о чем я тебе говорил. Что перегрели тормоза. Да, возникла непонятная ситуация во время езды. Тормоза, наверное, подогрелись или что. Но я это ощутил так, что в какой-то момент резко загорелись лампочки, упала мощность, и машина перестала тормозить. То есть педаль провалилась, и все. Ну, посмотрим, сейчас будем разбираться, короче. Скажи, пожалуйста, тебе в этот момент было страшно Ну, на чужой машине оказаться без тормозов на таком офигенном ну там рынке? там как-то в безопасных условиях все происходило. То есть я единственное, что пытался обойти Сивика, и близко к нему ехал. Артем очень паниковал, что я не успею остановиться, остановлюсь в Скажи Сивике. этого, да. Его Что я остановлюсь в Сивике, типа. Не, я понимаю, что он меня не видел, но я ему дал запас. Я там орать начал, думаю, остановись, пожалуйста, умоляю. Мы так и думали, что он бежал как сучка. Реально, вот этот... Пожалуйста, Марк, ну ты же видишь. Ой, Марк! Но перед нами ехал Мустанг и Сивик. Ну, я был уверен, что они медленнее нас, и хотелось их обойти. Мустанг нас пропустил сразу, а Сивик упирался до последнего, даже когда мы напрямую его обходили. Разобрались немного с машиной. Значит, дал остыть, снял аккумулятор. Мы ехали, атаковали круга 2-3 и перегревчик какой-то споймали вроде как. Извиняюсь. А опять я вот беру и ломаю чужие машины. Я надеюсь, что все с ней будет хорошо. И сейчас уже через пару минут начнется следующая сессия. Мы попробуем улучшать. Сейчас минута 55 последнее лучшее время было. Может быть, что-нибудь удастся еще там скинуть. Кстати, на удивление, да, обратите внимание, тут огромные карбон-керамические тормоза, то есть разберемся об этом и потом вам расскажем. Там, кстати, возможно, ты поскальзываешься на линии разметки тогда. Опять красит, не горит. Тут уже не будет жестких торможений. Окей.
white water slide. Вот, собственно, и конец. Я не откатал свою третью сессию, потому что вышло время. Трасса работает до 5 часов. Но, в принципе, ничего страшного. Из моих проездов следовало, что в лучшем случае я бы мог проехать еще на 3 десятки быстрее. Оптимальный круг был минута 54 секунды и 7 десятых. А я проехал минута 55 секунд ровно. И что я могу отметить? Машина тяжелая, ей сложно останавливаться. Слабым местом являются тормоза на большом треке. А еще я хотел показать одну важную вещь. Сиденья ковши. Они, конечно, очень круто выглядят и они дорого стоят. Но, честно скажу, мне не понравилось. По крайней мере, я говорю именно в случае без использования многоточечных ремней безопасности. То есть здесь вот обычные ремни стандартные, трехточечные. И, во-первых, ими не удается нормально себя натянуть. А даже если и удается, то я бы не сказал, что ты держишься сильно лучше, чем в стандартных сиденьях. Ну, то есть это все еще не ковши, ну, классические ковши, то есть гоночные прям, в которые ты вот падаешь, и у тебя боковая поддержка отлично тебя держит за таз, то есть она высоко, и ты, ну, проваливаешься туда. Здесь ты просто как бы сидишь, как в таком фиксированном сидении, оно скорее легкое, потому что в нем нет регулировок, и, ну, оно как бы цельное, да, из углеродного волокна. В этом плане оно, видимо, лучше, но я бы, наверное, поставил какие-нибудь, не знаю, не буду говорить, но есть модели, которых хватает, и они весят пару килограмм и делают, в принципе, все то же самое, что и должны делать эти ковши. То есть позволять тебе сидеть так, чтобы не приходилось упираться в двери, не приходилось упираться ногой в подставку, ну, вот, footrest. После того инцидента с перегревом ничего больше не происходило. К счастью, мы не слишком сильно давили на тормоз, поэтому ничего не перегрелось. И все хорошо. Счастливые и довольные поедем во Вроцлав к Артему есть бургеры, а потом возвращаемся обратно в Варшаву. Вот так. А потом в Варшаве по приезду я, наверное, покажу вам анализ того, какие результаты у меня получались в симуляторе Assetto Corsa. Сейчас вы видите запись рейс-хрона самой лучшей сессии за весь день. Я взял отрезок прямой, на ней развивается скорость от 100 км в час 31,6 секунды. До максимальной скорости на прямой чуть меньше 200, 44,4 секунды. Разгон от 100 до 197 происходит за 12,8 секунды. Машина должна разгоняться за 8 с небольшим секунд от 100 до 200. Давайте переместимся и посмотрим, как это происходит в симуляторе. Машина выходит из последнего поворота, ну, вернее, не последнего, а поворота на прямую, такой шпильки своеобразной, и начинает разгоняться. И здесь мы видим, что она не только достигает 200, а даже, наверное, 216 км в час, что значительно быстрее. Также попробуем сосчитать тайминги. 200 км в час будет у нас развиваться на 40 секунд 1/10. И отнимем от этого значения на 100 км в час. Это у нас 30,8. Итого мы получаем 9,3 секунды. То есть разница у нас около 3 секунд. Поэтому результаты в симуляторе получаются сильно лучше.
Круг я проезжаю примерно за 1 минуту 52 секунды в среднем. А в реальности у нас рекорд получился минута 55. Выяснилось, что результаты ухудшались постепенно с каждым заездом. А когда стали разбираться, почему так получается, обнаружилось, что контуры охлаждения двигателя и интеркулера по ошибке были соединены в один. Таким образом, по мере разогрева двигателя воздух на впуске подогревался и мощность снижалась вплоть до 20%. На этом все. Мы с вами прощаемся. До следующего выпуска. Так может продай их, они же дорогие. Выручишь деньги, купишь нормальные. Water slide.